Здравствуйте, я Людмила Корнеева. В этом видеоэссе я расскажу о смысле названия фильма Мишеля Гондри «Вечное сияние чистого разума». Расскажу о происхождении этих слов и заключающейся в названии фильма иронии. «Вечное сияние чистого разума» – это строка из поэмы Александра Поупа «Элоиза Кабеляру», изданной в 1717 году. Александр Поуп – один из крупнейших британских поэтов и второй после Шекспира англоязычный автор по цитируемости. Мэри Свива в фильме тоже пытается его процитировать. Правда, получается это у нее не очень удачно. Многие стихотворные образы и выражения Александра Поупа стали идиомами в английском языке. И неудивительно, что строка этого поэта дала название и неординарному фильму о любви. О чем же идет речь в поэме Александра Поупа? Кто такая Элоиза, пишущая Абеляру? И кто такой Абеляр? Пьер Абеляр – средневековый французский теолог, философ, поэт, композитор и музыкант, живший и творивший в первой половине XII века. Абеляр является автором одного из первых автобиографических произведений в западноевропейской литературе. Его автобиография известна широкой публике под названием «История моих бедствий». В чем же суть бедствий Пьера Абеляра и при чем там Элоиза? Кроме философии и активной проповеднической деятельности, Абеляр занимался учительством и именно таким образом попал в дом некого каноника Фульбера, который воспитывал свою юную и очень одаренную, осиротевшую племянницу Элоизу. 17-летняя девушка отличалась красотой, умом и стремлением к образованию. Читала философские книги, интересовалась наукой, знала несколько языков. Между Элоизой и Пьером Абеляром, который был на 22 года старше своей ученицы, возникли любовные отношения. О любовной связи узнал дядя Элоизы и ожидаемо выдворил Абеляра из своего дома. Но влюбленный философ выкрал Элоизу и спрятал ее у своих родных. Очевидно, она уже была беременна к тому времени и вскоре родила сына. Сына Элоиза назвала Астролябием. Это экзотическое имя она выдумала для своего ребенка в честь астрономического прибора, которым измеряли горизонтальные углы и определяли широту и долготу небесных тел. Вскоре Абеляр и Элоиза повенчались. Причем ее дядя даже дал свое согласие на венчание племянницы. Что же ему оставалось делать в такой ситуации? Но женитьба препятствовала Абеляру в духовной, то есть церковной карьере. А для него это, видимо, было действительно очень важно. И Элоиза решила проявить благородство и отказаться от брака, чтобы не препятствовать карьерной будущности своего возлюбленного. Не исключено, что Абеляр и сам высказывал сожаление об утраченных из-за женитьбы прекрасных шансах. Он даже на некоторое время поселил свою возлюбленную жену в монастыре. Это, конечно же, вызвало разного рода сплетни и пересуды в обществе. В конце концов, оставив своего сына на попечение младшей сестры Абеляра, Элоиза вернулась в дом своего дяди. Разъяренный таким обращением со своей племянницей, дядя Элоизы придумал изощренную месть. Подручные Фульбера с помощью подкупленного слуги схватили Пьера Абеляра сонным в его собственном доме и оскопили, чтобы он не смог таки, перешагнув через судьбу Элоизы, сделать карьеру в церкви. Дело в том, что по церковным законам высокие должности могли занимать только физически полноценные мужчины. Скопцам карьера в церкви была недоступна. После этого бедствия Пьер Абеляр удалился в монастырь. 18-летняя Элоиза тоже приняла постриг. Но и на этом история не закончилась. Влюбленные обменивались полными горечи письмами. Якобы одно из таких писем Элоизы к Абеляру британский поэт Александр Поуп и переложил на поэтический лад.
В поэме Поупа Элоиза, среди прочего, сетует на судьбу, оставившую без удовлетворения ее любовный жар. Она завидует непорочным монашкам, которые не знают терзающих ее душу и тело страстей. Строка из этой поэмы и стала оригинальным названием фильма Мишеля Гондри «Eternal Sunshine of the Spotless Mind». В одном из русских переводов это и соседние с нею строки звучат так: «Как счастливо невест Христовых свиты, забыв о мире, миром позабыты, струит их разум чистоты сияние, молитвы приняты, усмирены желания». Как видим, здесь речь идет не только о чистоте, точнее, о незапятнанности разума, но и о забывании. Это усиливает близость строк Александра Поупа к сути фильма. Элоиза и Абеляр прожили довольно долго. Элоиза даже стала настоятельницей монастыря. Умерли они с разницей в 22 года. Но поскольку Элоиза была младше Пьера Абеляра именно на 22 года, то получается, что умерли они в одном и том же возрасте. Похоронили Элоизу в монастыре Параклет рядом с Пьером Абеляром. Позже их перезахоронили на парижском кладбище Пер-Лашез, где они покоятся и сейчас. История Элоизы и Пьера Абеляра многими считается одной из самых романтических реальных историй любви. Хотя от истории моих бедствий Абеляра у читателя может остаться и далеко не романтическое послевкусие. В нем много рассказывается о нравах того времени и о карьерных состязаниях Абеляра с коллегами. Как же понимать строку, ставшую названием фильма? Когда фильм был дублирован на русский язык, то он вначале получил название «Вечное сияние страсти». Если смотреть на содержание фильма, то, по сути, это не было ошибкой. Действительно, сюжет можно интерпретировать как постоянное вечное прорастание человеческого чувства, страсти, через установленные искусственным образом запреты и отрицания. Но если смотреть не на содержание фильма, а на его оригинальное название и на смысл этой поэтической строки Александра Поупа, то перевод, во-первых, был неточен, а во-вторых, исчезала содержащаяся в нем некоторая ирония. Давайте не забывать, что по жанру этот фильм не только мелодрама с элементами фантастики, но еще и комедия. И в уже самом оригинальном названии присутствует едва заметная, но явная для внимательного вдумчивого зрителя ирония. Ирония эта возникает от несоответствия значения слов Элоизы у Александра Поупа и фактического содержания фильма. Напомню, ирония – это такой прием, когда какие-то слова или выражения, как некая хитрая шутка, употребляются в смысле, противоречащем их буквальному значению. То есть, когда говорится одно, но с лукавством подразумевается нечто противоположное. Иными словами, ставится под сомнение, насмешливо разоблачается именно прямое значение слов. Ирония призывает не принимать на веру расхожее мнение, популярные стереотипы и не относиться слишком серьезно и доверчиво к разного рода утверждениям. Вот и в названии фильма звучит известная поэтическая строка, говорящая о том, что незапятнанный страстями чистый разум может сиять вечно. Но рассказанная в фильме история свидетельствует об обратном. Сколько бы ни очищали герои фильма свой разум от страстей и даже воспоминаний о чувствах, они вновь и вновь оказываются лицом к лицу и с чувствами, и со страстями. Таким образом, мягко, иронично развенчивается иллюзия Элоизы о возможности абсолютной бесстрастности, присущей невестам Христовым, которые, забыв о мире, миром позабыты, ведут якобы спокойную жизнь. Герои фильма тоже забывают свои чувства, но невольно опять возвращаются к ним. Показанная нам история говорит скорее о том, что вечны человеческие чувства и стремления к любви, а не бесстрастность чистого разума.
события и смысл кинокартины противоречат названию. И в этом ирония, образующая комедийную составляющую фильма уже с самого внешнего уровня, с самого названия. Интересна и еще одна деталь. В поэме Александра Поупа «Элоиза» среди прочего пишет: «Любовь крылата и вольна, как птица. Пускай замужних ждет и честь, и власть. Тем, кто изведал подлинную страсть, уж не нужны ни почести, ни слава. Для любящих все это вздор и право. Бог неспроста так грозно мстил тому, кто осквернил священный пыл». Вот интересно, что последние строки о грозной мести Бога тем, кто осквернил священный пыл, вполне могут быть поняты и как упрек Элоизы Пьеру Абеляру, как горечь Элоизы от осквернения Абеляром священного пыла любви в угоду карьерным соображениям. Помимо, конечно же, натягиваемого на всю эту историю романтического покрывала, между Элоизой и Абеляром в их переписке действительно ощущались и присутствовали некие взаимные упреки. Так вот, интересно, что между героями фильма тоже ведь возникают взаимные упреки, которые и рушат на самом деле их отношения. Упреки Элоизы Абеляру свидетельствуют о том, что изначально все не так уж безоблачно было в их отношениях. Даже настоящая любовь может сталкиваться и с человеческим несовершенством, и со слабостями, и с ситуативным непониманием, и с массой прочих проблем. Возникает любовь не только за что-то, за достоинство, но в некоторой степени и вопреки чему-то, вопреки каким-то не самым лучшим человеческим качествам. И это очень важный момент. Настоящая история Элоизы и Абеляра – своего рода прививка против распространенной наивной идеализации каких-то абстрактных героев. Представление о существовании неких вечно сияющих и незапятнанных отношений – очень вредная иллюзия. И ее фильм тоже подвергает сомнению. И это полезно для зрителя. Ведь почему не складываются отношения героев? Хотя, казалось бы, если они вновь замечают друг друга, если их опять тянет друг к другу, то есть же какая-то основа для их отношений. Но они не хотят трудиться над отношениями, выстраивать их, не хотят и не умеют слышать друг друга. Им кажется, что легче стереть память и начать с сияющей чистотой страницы. Но жизнь и судьба возвращают их в исходную позицию, как к неотработанному уроку, как к несданному экзамену. Я не имею в виду, что Джоэл и Клементина непременно должны быть вместе. Они действительно довольно разные люди, и, возможно, это далеко не та разность и противоположность, которые могут образовать благополучную целостность. Речь о другом. Нельзя просто забывать свои ошибки. Нельзя не делать выводы из своих ошибок. Иначе в реальной жизни условные Джоэл и Клементина, может быть, и не встретят друг друга, но они встретят других точно таких же. И опять все повторится с самого начала. В следующий раз я расскажу о создании фильма «Вечное сияние чистого разума», о первом варианте сценария, который довольно существенно отличался своей концовкой от того финала, который мы все знаем. Расскажу о некоторых любопытных отсылках и упоминаниях, которые есть в фильме. Расскажу об именах героев и о том, что интересное можно заметить в рисунках Джоэла, которые вовсе не случайно периодически попадают в кадр. Всего доброго и до новых встреч!